Вот уже 10 лет «Орел и Решка» призывает всех путешествовать и изучать мир. Каждую неделю мы доказываем, что даже за небольшие деньги можно провести интересный уикенд в любом городе мира. Но из-за эпидемии коронавируса границы закрыты. Мы путешествуем онлайн. Это безопасно и это ответственно. Нашими ведущими стали друзья Орла и Решки со всего мира. Всем привет! Алоха! Мы из города Тампере, Финляндия. Города Будапешта. Я нахожусь в Ванкувере. Я нахожусь в Исландии. Благодаря вам мы узнаем, как мир постепенно выходит из карантина и как люди начинают жить заново после стольких дней заточения. Что мы делаем после снятия карантина? Мы лично с подружкой едим. Мы представить себе не могли, с каких новостей начнется 6-я неделя карантина и наших онлайн-путешествий. Несколько стран решили смягчить условия карантина, а кто-то и вовсе объявил, что карантин окончен. Это еще не полная победа, но, кажется, мы уже видим свет в конце туннеля. Нам, жителям Дубая, позволили свободно передвигаться по городу. Еще мы начали кататься на трамваях, автобусах. У нас открылись магазины. Мы увидим, что теперь развозят бельгийские автобусы вместо пассажиров. Узнаем, сколько миллиардов Нидерланды потеряли на тюльпанах. Хотя бы как-то пережить кризис. До чего карантин довел австралийцев. И как сейчас живет страна, с которой все началось. Привет, Орел и Решка! Меня зовут Сергей, я нахожусь в городе Лидзян, Китай. Сегодня 19 апреля. Но погода хорошая, я поэтому вышел на улицу сегодня и расскажу вам, как город возвращается к нормальной жизни после карантина. Город ожил, слава богу, потому что 2,5 месяца карантина, а временами жесткого карантина, конечно, давят на психику. Но ничего, люди справились. Китайцы очень организованные люди, поэтому все хорошо. Я думаю, именно потому, что был введен жесткий карантин, в этом городе не было прям какой-то глобальной вспышки. Пооткрывались магазины, уже работают вовсю. Выпечка, мороженое. Люди отдыхают. Это прекрасно. Я надеюсь, в Украине и во всем мире тоже вся эта беда скоро закончится. И все выйдут на шашлыки. За моей спиной находится главный вход в старый город. Как видите, туристов уже очень много. Все заходят без проблем. А меня вот не пустили. Я вчера хотел пройтись, прогуляться, поснимать видео, но мне объяснили, что иностранцам вход воспрещен. Такая ситуация. Еще пару месяцев назад весь мир на китайцев смотрел, как на прокаженных. Теперь ситуация сильно поменялась. И теперь мы потенциальная угроза. По всему городу, по всем билбордам транслируют фото медиков, которые погибли от коронавируса.
Врачи в Китае являются национальными героями. Меня зовут Александра, или Сандра Прага. Я работаю гидом в этом сказочном городе уже более 10 лет. Я снимаю это видео специально для программы «Орел и решка». А почему я снимаю его именно сегодня? Да потому что сегодня в 17 часов произошло экстренное заседание министров Чехии, которые заявили о том, что есть план по выходу из карантина. План состоит из 5 этапов. Я не буду вам перечислять все, но к последнему этапу чешская страна должна подойти уже 8 июня с полным открытием отелей, хостелов, сервисов Uber, сервисов по обслуживанию всех туристов. Всем привет! Надеюсь, вы меня не забыли. Меня зовут Виктория Прада, и я веду свою трансляцию с центральной улицы Кёнигсалле, город Дюссельдорф, земля Северной Рейн-Вестфалии. И у меня сегодня для вас хорошие новости. Бундестаг и правительство федеральных земель договорилось об ослаблении карантинных мер. Естественно, основные карантинные меры сохраняются до 3 мая. Но с 20 апреля у нас открылись магазины менее 800 квадратных метров. Ну что, пойдемте на шопинг, посмотрим, что здесь. Я разговаривала с девочками, они говорят, что люди очень-очень хорошо покупают и очень много покупают. Работают все шопы. Еще раз повторюсь, шопы до 800 квадратных метров. Я заходила в Дольче Габбана, заходила в Филипп Лейн, где работают русские девочки, но интервью нужно согласовывать только с боссом магазина. И поэтому я просто с ними имею личную беседу, разговариваю, и девчонки рассказывают о ситуации. Ситуация такая, что, как говорят, народ очень изголодался. И вот первая неделя, очень большое количество людей, которые шопятся, которые делают покупки и которые наслаждаются этим. Мы все-таки долго, целый месяц жили без шопинга. Для многих людей это прям вот отвести душу, что называется. Поэтому вот такая вот ситуация. Итак, мы с вами снимаем, как Чехия выходит из карантина. Это очень даже неплохо. Стараются выходить. Посмотрите, точно пиво. То есть уже можно купить пиво на вынос. В Чехии действует программа «Спаси пиво». Все пивоварни выставляют сейчас свой продукт онлайн по интернету. Можно купить в интернет-магазине. Кстати сказать, таким образом спасая местного производителя. Вот, сразу, пожалуйста, не проходит и минуты. Первые клиенты взяли пиво и пошли. Смотрите, какая активная стройка идет под Карловым мостом. В то же время гуляют люди. Более того, для меня сейчас полное удивление, друзья. Открыли катамараны. Но, видимо, если это члены одной семьи, то можно. Посмотрите, пожалуйста, сколько людей снимают маски, кушают, путешествуют. Ну, вот нет ощущения даже карантина. Дай бог, все скоро наладится. Всем привет, меня зовут Катя, я снимаю это видео специально для «Орел и решка». Сегодня 24 апреля, первый день священного для всех мусульман месяца Рамадан. И сегодня первый день, когда местные власти ввели послабление на круглосуточный карантин. Наконец-то нам, жителям Дубая, позволили свободно передвигаться по городу без разрешения полиции. С 10 вечера до 6 утра нам по-прежнему необходимо оставаться дома, потому что улицы до сих пор стерилизуют. Здравствуйте, дорогие зрители «Орла и решки». Мы находимся в Австрии, в Вене. Сегодня 24 апреля. Мы находимся в парке Шлосс-Бельведер, который недавно открыли, и люди невероятно счастливы. Они стали опять бегать, гулять, ходить с колясками. Вот, как видите, здесь совершенно не безлюдно, но люди сидят на достаточно большом расстоянии. Полиция не спит, они контролируют, видите. Если они живут вместе, то у них проблем не будет. А вот если не живут, то ой-ой-ой. Штраф 500 €.
Еще мы начали кататься на трамваях, автобусах, но при наличии маски. Что еще изменится в Австрии в ближайшее время? В мае дети пойдут в школу. Пойдут в школу с середины мая, но пойдут частями. То есть полкласса идет первые 3 дня, вторые полкласса идут вторые. Педагоги будут следить за тем, чтобы они бесконечно мыли руки, держали дистанцию и пытались вспомнить то, чему их научили в первые полгода. Добрый вечер, мистер. Скажите, что вы думаете по поводу отмены карантинных мер? Я думаю, он тоже счастлив. Везде стоят санитайзеры. Все русскоговорящие люди соскучились по нормальному кофе, все радуются так. Starbucks открытый, можно зайти спокойно выпить вкусный кофе. Интересно, вот на полицейской машине висит такое объявление, и написано даже на русском языке: носить медицинскую маску. В целом в Дубае начинает восстанавливаться нормальная жизнь, что, конечно, не может не радовать. Мы семья музыкантов. Для музыкантов сейчас время пустоты. Все оперные театры, Венская штатсопера, фольксопера, все закрыто, и когда в следующий раз откроется, никто не знает. Плюс в том, что Австрия все-таки очень социальная страна, и люди не остались ни с чем. То есть, например, музыкантам в оркестрах продолжают выплачивать зарплату, ни о каком увольнении, как, допустим, Метрополитен, речь не идет. И люди получают 80% зарплаты. А после 39 дней социальной дистанции, именно так это называется в Вене, открылись небольшие магазинчики. Вот наш любимый магазин «Ля Бонбон», наша любимая собака, вот, и хозяйка этого магазина. Я Крыскот. Алло. Здравствуйте. Как идут ваши дела? Соответственно ситуации бывало и лучше. Что нового? Какие у вас новые правила? Все должны носить маски при посещении магазина. Дезинфекция рук, бесконтактная оплата. Точно. Нельзя платить наличными. Обязательно соблюдать дистанцию от 1 до 2 метров. А сколько человек может находиться в магазине? Одновременно не более 5, из расчета на 20 квадратных метров на одного клиента. Спасибо огромное. Мы желаем вам здоровья и с удовольствием придем в ваш магазин. Привет от программы «Орел и Решка». Пока! Пока! В середине мая также откроются рестораны, а в конце мая откроются уже и музеи. Кто будет ходить по музеям, неизвестно, потому что все-таки основная часть посетителей – это туристы, а туристический сезон закрыт на неизвестно какое время, то есть это вообще сейчас не обсуждается. И то, что касается лета, то, скорее всего, летний отпуск будет проведен в Австрии, что, в общем-то, прекрасно, потому что Австрия невероятно красивая страна и есть что посмотреть. Выходить из карантина страны будут постепенно. Открывать свои границы для туристов они не спешат. Так что мы продолжаем наше онлайн-путешествие по всему миру вместе с друзьями «Орла и Решки». Расскажи мне про Австралию. Мне безумно интересно. Сейчас, Маш, я тебе не только расскажу, тебе еще и покажу про Австралию. Доброе утро, друзья! Это Орел и Решка. И мы в Западной Австралии, в городе Перт. С высоты оказалось, что Перт – это огромный мегаполис, края которого даже не видно за горизонтом. С одной стороны, город на многие километры окружают безжизненные пески 2 пустынь, а с другой – бесконечные мили Индийского океана.
Всем привет, ребята! Меня зовут Катя, я живу в Западной Австралии, и я снимаю это видео специально для «Орла и решки». И если честно, я бы хотела сфокусироваться на положительных переменах, потому что мы все устали от этих негативных новостей. Первая перемена – это то, что люди начали забирать с приюта животных. Моя подружка, она с парнем, они хотели купить собачку. Вот, а потом, недавно она мне пишет, что они с приюта забрали 2 котов. Я была в шоке. Я не могла поверить, я не знала, что они такие люди, что с приюта возьмут животных. Ее зовут Рысенька, а его Кузя. Она обычно всегда сверху. Она у него защитница. Он хороший. Даже нам сказали одних людей, приютский кот прожил под кроватью год, а потом начал уже общаться с людьми. Так что у нас всего 3 недели прошло, так что расстраиваться не стоит. Вторая очень странная перемена, немножко противоречит всей этой ситуации, но что есть, то есть. У нас здесь, в городе Перт, на улицах просто нереальное количество людей. Бегают, занимаются спортом, у всех, видно, много свободного времени появилось. Пляжи открыты, единственное правило – по 2 человека можно ходить. Третья перемена. Некоторые забавные люди наряжаются, чтобы вынести мусор. Okay, let's take this rubbish out. Движение «Вынести мусор в костюме» начала эта женщина. Ее зовут Даниэл, она с Квинсленда. Что она сделала? Она оделась в костюм Эльзы из «Холодного сердца», чтобы вынести мусор, и запостила это на Фейсбуке. Людям настолько понравилась эта идея, что на сегодняшний момент у нее есть группа в Фейсбуке, которая называется Bin Isolation Outing, и в которой уже около 1 миллиона участников. Всем привет! Меня зовут Дарья. Я снимаю из яркой и цветущей страны Нидерланды, в которой живу уже приблизительно 5 лет. Я работаю в IT-сфере, и сегодня я снимаю специально для вас и для программы «Орел и решка». Цветочное сердце Нидерландов. Королевский парк Кёкенхоф. На территории размером в 40 футбольных полей высадили вручную 4,5 миллиона тюльпанов. Вот так сейчас выглядит подъезд к знаменитому парку Кёкенхоф, ворота которого открыты для посетителей около 8 недель в год. За это время парк успевает посетить около 1 миллиона человек. За последний год это было 1,5 миллиона человек. Вот вы сейчас можете видеть, что парк закрыт. Это главная парковка, которая обычно переполнена. Обычно люди паркуются намного дальше, но сейчас все обнесено черным забором. Туда могут только заехать сотрудники по специальным пропускам. Каждый год администрация парка выбирает новую тематику. На данный год тематикой была выбрана World of Colors, мир цветов. К 21 марта парк был подготовлен по этой тематике и был полностью готов к открытию. Сейчас туры проходят виртуальные, так как парк закрыт, но 1600 сотрудников приблизительно присматривают за парком и присматривают за цветами, ухаживают.
Вот где-то вдали виднеются цветущие поля, на которые мы сейчас поедем, посмотрим кусочек этой красоты. Кому же подарят эти роскошные букеты? А никому. Уже совсем скоро все эти разноцветные цветочки срежет трактор. Поля тюльпанов высаживают только ради луковиц. Именно они идут на продажу. Здесь такие масштабы тюльпанов. Здесь высажены гектары полей только с одними тюльпанами. Каждый год на экспорт отправляется 2 миллиарда тюльпанов. Это очень красиво. Из-за вируса экспорт цветов и других растений практически остановился. К апрелю было уничтожено около 50% запаса в связи с невостребованностью. Чтобы не уничтожать все нераспроданные цветы, сотрудники цветочного аукциона доставляют их в больницы и дома престарелых в отдельных регионах страны для того, чтобы поблагодарить работников здравоохранения за их усилия во время эпидемии. На 13 апреля фермерами Нидерландов было принято решение о срезании всех распустившихся бутонов, всех цветов во избежание массовых скоплений людей на цветущих полях. Это мини-цветочный рынок, который сейчас соорудили возле цветочных полей. И сейчас эти цветы распродаются за нормальные деньги для того, чтобы хотя бы как-то пережить кризис. Привет, друзья! С вами Орел и Решка перезагрузка, и нас занесло в Бейрут, столицу Ливана. Я даже не ожидала, что этот город настолько прелестный. Ахлям васахлям. Добрый пожаловать в Ливан. Нас зовут Ольга Шарбаль-Илхелу. Это видео специально для программы «Орел и Решка». Сегодня 14 апреля, и ровно месяц назад, 14 марта, мы с ребенком прилетели в Ливан. Буквально за пару дней до того, как Ливан и Украина закрыли свои границы. Хочу сказать, что мы сделали это намеренно. Мы специально выбрали переждать карантин здесь, потому что уровень медицины и уровень подготовки в Ливане на порядок выше. По состоянию на 13 апреля зарегистрировано всего лишь 2 заболевших коронавирусом. Поэтому вирус идет на спад. Я надеюсь, что наконец-то мы сможем спокойно гулять по улицам, и Ливан забудет это просто как страшный сон. В общем, прогуляемся по основной части Бейрута и покажу вам, как же живет Бейрут в режим карантина. Что сделала страна для того, чтобы побороть этот коронавирус? Я считаю, что много, потому что постоянно дезинфицируются улицы, постоянно дежурят полицейские, выписываются штрафы, ужесточились правила. После 7 никому нельзя выходить на улицу. Но есть одно правило, которое нас абсолютно отличает от других стран. Так как городского транспорта здесь фактически нет, и основной вид транспорта – это автомобили, правительство решило ввести такой закон. Если ваш номер заканчивается на четное число, тогда вы можете передвигаться только во вторник, в четверг и в субботу. Если же ваш номер заканчивается на нечетное число, тогда ваши дни понедельник, среда и пятница, а в воскресенье должны все абсолютно сидеть дома. Но даже те незначительные нарушения, которые есть,
На самом деле это капля в море, потому что здесь обычно непрекращаемый поток машин. А если мы посмотрим немножко выше, то увидим Харису, ту самую Божью Матерь Ливана. Слышны звуки дороги, но в основном это покой и тишина. Всем привет! Это «Орел и Решка» шопинг. И мы находимся в неофициальной столице Европейского Союза. И в официальной столице Бельгии мы... В Брюсселе! Всем привет, меня зовут Мария Сашинская, я журналист, работаю в Брюсселе, и сегодня специально для «Орла и Решки» я снимаю на брюссельских улицах. Это Гран-Пляс, одна из самых красивых, а может быть даже самая красивая площадь Западной Европы. В Бельгии в это карантинное время разрешено выходить на улицу, заниматься спортом на свежем воздухе. Правительство страны даже, можно сказать, это поощряет, потому что малоподвижный образ жизни, сидение в заперти совсем не делают бельгийцев здоровыми. Писающий мальчик сегодня в маске. Вот уже 6 недель длится наш карантин, и чтобы хоть как-то развлечь брюссельцев, жителей города, городская транспортная служба вместе с администрацией города придумали специальный автобус, который развозит не пассажиров, а приветы. Автобус этот останавливается у окон или балконов тех людей, которым адресовано послание, и по громкоговорителю транслирует его. Сообщение можно оставить совершенно бесплатно на Фейсбуке транспортной службы города. Там же нужно написать адрес получателя. Итак, 3 часа вечером автобус ездит по всему городу и передает людям приветы от их любимых, друзей, родственников. И эта женщина получила сообщение от владельца вот этого вот ресторана прямо под ней. Он сказал, что скоро они снова откроются, и она сможет к ним прийти поужинать. Я спросила у водителя автобуса, кто и какие сообщения в основном оставляет, а также на каких языках, потому что Брюссель двуязычная столица, здесь говорят на французском и на нидерландском, но также есть много иностранцев, экспатов, которые говорят на английском языке. French and Spanish. Everything, it's for colleagues, parents, children, all the family, all the people, others are. В общем, жители Бельгии, как и весь остальной мир, ждут, когда же это все наконец-то закончится, и можно будет начать проводить время вместе, много встречаться, путешествовать. Я уже начинаю привыкать к этой жаре чуть-чуть. Да? Тебе так кажется. Через 15 минут поговорим снова. Привет! Привет, это Орел и Решка. Или, как сказали бы местные, нихао тайм та. Ух ты! Ну, а мы скажем, что мы в самой курортной, в самой тропической и самой оздоровительной точке Китая, в городе Санья. Санья – это один из самых чистых и зеленых городов Китая. Тут много деревьев, парков. В радиусе 100 километров от города запрещено строить фабрики, заводы и выбрасывать отходы в море. И, наконец, население города Санья всего 700 тысяч человек, что даже по нашим меркам не так уж и много, не говоря уже про китайские. Привет всем, меня зовут Родион, я из Украины. Нахожусь я сейчас на острове Хайнань, город Санья, Китайская Народная Республика.
Место прекрасное, как все понимают, там очень тепло, и пляжи прекрасные, белый песок. И перед тем, как мы летели на Санья, мы смотрели, сколько стоят перелеты, сколько стоит проживание в отелях. И это было крайне дешево. То есть таких цен я не знаю, чтобы я помнил вообще где-либо, а тем более на курорте в таких красивых местах. В общем, перелет стоил всего лишь 230 юаней, что в переводе примерно, порядком $30, где-то так. А проживание $80 за 3 дня в одном из самых лучших отелей 5 звезд в Фениксе на островах. Когда мы приехали туда, нас ждал ужасная шутка судьбы. Нам не разрешили заселяться, потому что, как оказывается, местные жители теперь очень боятся иностранцев. Несмотря на то, что все это пошло из Китая, мы чувствовали какую-то неприязнь, волнение, то, чего в Китае обычно нету. Страна, которая заразила весь мир, теперь шарахается от иностранцев, которые заражены из-за них же. В один из дней отдыха на пляже мы столкнулись с забавным занятием. Несколько стариков тянули канат из моря, и делали они это с максимальным энтузиазмом. Постепенно начали сходиться и другие люди и присоединяться к этой, на первый взгляд, странной затее. Как оказалось, старики – это представители рыбного хозяйства, а канат – это громаднейшая сеть, которую они тянули примерно часа 3. Правда, улова с этой 100-километровой сети едва хватило бы коту одного из рыбаков на ужин. Однако, несмотря на это, жители Поднебесной были просто в восторге. Нас пригласили сниматься для рекламной кампании для туристического вертолета. Сейчас очень мало иностранцев, как я говорил, и китайцы понимают, что, скорее всего, сейчас начнется сезон. И они попросили нас, чтобы меня и мою девушку, чтобы мы снялись в компании для вертолетного туризма. Let's go, let's go. Hello? Yeah. Touch the sky, yo, we gon' fly tonight. Hands up and touch the sky, yo, we gon' party tonight. Everybody, yeah, looking at me, yeah, man, I'm a VIP. I got the ride, I got the cribs, I got the chicks, I got the money. And I have a ground X31 ready to check, thanks to the 1-2. VIP, I got the ride, I got the cribs, I got the chicks, I got the money. When I'm walking in the world, I'm a damn man, I'm smooth, you see. I'm like a movie star on the big screen. I came true, y'all, I'm living the dream. Алма-Ата на протяжении 60 лет была столицей Казахстана. Только в 1997 году столицу перенесли на север, в Астану. Но алматинцы до сих пор считают свой город столицей. Face a man in stone who once bore flesh and bone. Всем привет, меня зовут Иван. Меня зовут Анжелика, и сегодня мы снимаем репортаж специально для «Орла и решки» с нашего любимого города Алматы. Метро и общественный транспорт в городе Алмате работает до 7 вечера. Но, как вы видите, народу никого нет. Все сидят дома. На период карантина введен строгий запрет на прогулки. Из-за нарушения данного требования предусмотрен штраф, либо арест до 15 суток. Здравствуйте, а можете сказать, у вас сейчас работа увеличилась? Ну, так же, да. Так же работает? Да. Ни больше, ни меньше? Ни больше, ни меньше. А ты давно работаешь доставщиком? Я работаю почти месяц, по-моему. Работа как нравится? карантин начался, да. А до этого где работал? А я был фотографом. Фотографом? Сейчас работы нету, да, фотографа? Нет, к большому сожалению, нет.
У нас работают многие, которые работали турагентами, также у кого были предприятия, малые предприятия, ИП, еще что. Фотографы. Скучно же дома сидеть, да? А так хоть немного подрабатывать. Да, Зарплата нормальная? Зарплата на жизнь хватает, да. Конечно, сидеть на карантине очень тяжело, но стараемся время проводить с пользой. Я занимаюсь самообразованием, работы сейчас ни у кого нет. К сожалению, это еще не оплачивается. Нам продлили карантин до 30 апреля. Возможно, еще его продлят, потому что коронавирус самый час пик на данный момент. И сколько это еще продлится, неизвестно. Если вы уже приехали на каток Медео, то просто обязаны подняться выше в горы, на лыжный курорт Чимбулак. Раньше на Чимбулак можно было добраться либо пешком, либо на такси. А сейчас есть канатная дорога для таких бедных туристов, как я. Так, все, поехали. Стеклянные кабинки поднимают на высоту 2000 метров. Алматы – это город в горах. И с началом карантина все горнолыжные курорты приостановили свою деятельность. И сегодня вместе с вами мы отправляемся пешком, так как канатные дороги не работают, на самый популярный курорт Чимбулак, высота которого составляет 3200 метров. В новогодние каникулы посещаемость курортов была 10-11 тысяч человек в день. Канатная дорога сейчас не работает, людей нету, поэтому пусто. Карантин. COVID-19, мать его. На данный момент мы находимся в горном отеле. Вот, чтобы сюда попасть раньше, до карантина, нужно было бронировать места аж за полгода. Сейчас это место пустует. Здесь нет людей. Вот, мы пришли сюда, нас тут встретили и угостили бесплатно чаем. Чимбулак настолько опустел, что даже некому кормить котов. Всем привет, меня зовут Полина, я уже 8 лет живу на Канарских островах и сегодня специально для «Орел и Решка» веду свой репортаж из столицы острова Тенерифе. Этот остров нарушает все законы физики. Но где такое возможно, чтобы на машине заехать прямиком на небо? Ой, вот прям хочется с разбега туда вообще нырнуть. Но я не буду этого делать, это опасно для жизни. У нас сегодня очередной прекрасный день для пляжа, только вот на пляж мы уже не можем ходить ровно месяц. Так купается мой сын в отсутствии океана и возможности выйти на пляж. Как тебе карантин-то проживается? Хорошо. Хорошо, без школы? Да. Уже целый месяц. Ты такой пухленький у меня стал за этот месяц. Ай! Вообще, по закону, на крыше находиться тоже нельзя, но люди, у которых мало квартир в доме, как у нас, например, всего 3, мы поднимаемся, тем более, что соседи наши, они уже преклонного возраста, они вообще сюда не ходят, поэтому мы единственные, кто пользуемся крышей, нам очень повезло. Мы уже подружились почти со всей улицей, вот вижу, что из соседнего дома люди точно так же поднимаются на крышу, чтобы заниматься спортом. Adiós, Nacho. Hasta luego. Hasta luego. Мы здесь все более или менее зависим от туризма, а туризм, по прогнозам, не будет восстановлен до следующего года. Я на сегодняшний день просто закрыла свою фирму. Мне перестали платить уже 2-й месяц, мне не платят люди, которые живут в моей квартире, потому что у них фактически нет денег, и чем им платить. И я не знаю, я думаю, что сейчас очень многие люди в таких ситуациях оказались, благо я не полностью завишу от туристического бизнеса.
Вот это центр города, самый центр города, столицы острова. Большинство дорог вообще перекрыты. Это делается, опять же, для того, чтобы мы все оставались дома, чтобы мы не могли лишний раз съездить никуда. Да и все-таки испанцы, они соблюдают эти меры предосторожности, достаточно послушные. Из тех, кто все-таки реально непослушный, так это большей частью русскоязычные, живущие на островах. Я постоянно вижу в Фейсбуке всяческие дискуссии на тему того, что я вышел из дома, я гуляю по пляжу, и никто меня не поймал. Сегодня, как я знаю, просто нет полицейских на улицах, поэтому я еду в магазин. В остальные дни я стараюсь не выходить никуда из дома. Мне это неинтересно, встречаться с полицией, платить штраф там 1500 евро за поход в магазин, как это недавно случилось с моей подругой. А вообще на пляж, конечно, очень хочется. Больше всего я скучаю по пляжу, потому что обычно мы туда ходим каждый день, абсолютно каждый день, и купаемся. А теперь поход на пляж стоит 600 евро. Пожалуй, посидим дома все-таки. А еще по статистике в Испании в 2 раза возросло употребление алкоголя, вина и пива. Bueno, pues así se lo pasa a la gente. Mira, ya no más. Ну и также правительство Тенерифе попросило меня смонтировать ролик, в котором я бы отразила самые свои любимые места на острове. Это сделано в рамках акции «Volveremos», мы вернемся, с целью привлечь снова туристов после карантина. Всем привет из Китая, из города Нанин. Это видео специально для выпуска «Орел и Решка. Карантин». С 27 марта мы все благополучно вышли на работу. Сегодня я могу наблюдать на улицах любимого города радостные глаза жителей. Открылись все бары, рестораны, клубы, парки. Мы продолжаем жить, как жили раньше. Пока закрытыми остаются университеты, школы, детские сады. Но по последним новостям, в скором времени они также должны возобновить свою работу. На протяжении 2 месяцев вы наблюдали за событиями в Китае. Сегодня я смотрю новости из всего мира. Всех граждан просят не выходить из дома без крайней нужды, оставаться в самоизоляции, чтобы не дать распространению страшной пандемии. В моем городе было 55 заболевших, и все 55 благополучно выздоровели. 28 марта Китай решил временно приостановить въезд иностранных граждан. Все, кто успел приехать из-за границы, иностранцы или граждане Китая, были отправлены в специальные пункты наблюдения. Продлится для них карантин 14 дней. Помещенные в карантин должны будут оплатить свое пребывание в медицинском учреждении. Я, мои друзья из Украины и других стран, большинство не возвращались домой только ради безопасности своих близких. Сегодня мы переживаем за вас и просим оставаться дома. Мы пережили эту ситуацию первыми. Вирус в Китае стремительно распространялся, а статистика заболевших тысячи каждый день. В аптеках также не было масок, антисептиков почти до конца карантина. И только благодаря слаженной работе государства, медицинских сотрудников, а главное, четкого выполнения правил самоизоляции жителей, Китай смог побороть вирус. Этот 6-й полукарантинный выпуск, наверное, стал самым оптимистичным. Возможно, и нас скоро ждут послабления карантина. Но для этого стоит помнить о мерах предосторожности и еще немного побыть дома. А пока путешествуем с нашими друзьями и радуемся вместе с ними первому выпитому кофе. Русскоговорящие люди соскучились по нормальному кофе, все радуются так. Первой долгожданной встрече.
первому послекарантинному шопингу Для многих людей это прям вот отвести душу. и первой прогулке на пляж. Люди невероятно счастливы, они стали опять бегать, гулять, ходить с колясками. Пооткрывались магазины, уже работают вовсю. Ну, вот нет ощущения даже карантина. Дай бог, все скоро наладится. Такой пухленький у меня стал за этот месяц. Ай!